Всем привет, друзья! Все-таки решил я записать небольшую техническую серию, и сегодня она будет про замену масла в турбонагнетателе, то есть компрессоре наших Мерседесов. Это относится и ко всем компрессорным версиям, будь то Audi, будь то Land Rover, Jaguar, там где используется компрессор. Но в данном случае я вам покажу, какое масло нужно заливать, какое масло я нашел, потому что его, во-первых, еще не просто найти, немногие на форумах готовы делиться своими секретами. Ну и еще в конце нашей серии вы сможете увидеть, как мы сможем с вами общаться дальше. Итак, сначала видео, ну и потом в конце небольшой бонус. Дальше я вам расскажу о новой возможности YouTube для общения с подписчиками. Так, привет, друзья, у кого компрессорные Мерсы в 202 кузове, может быть и к другим кузовам это все подходит. Снимаем воздушный фильтр для того, чтобы заменить масло в компрессоре. Сначала вот эту, там где отсекающий дроссель стоит, потом сам корпус фильтра, он тут держится на пипках таких вот, значит, снимаем. Делаю я это все в первый раз, так что будем смотреть, получится или нет. Мы сняли отсюда песочек, традиционно высыпался. Это нормально. Вот на этих вот пипках он держится. Все, и теперь у нас освободилось место для того, чтобы мы могли сюда уже подлезть и открутить болтик заливной горловины. Но перед этим, опять же, вы должны запастись компрессорным маслом. Вот номер. Сейчас посмотрим, сколько у нас войдет этого масла. Плюс шприц надо обязательно. Также вы можете подкупить вот это масло. Называется Mobil Jet Oil для реактивных двигателей самолетов с допуском НАТО. Если вы его найдете где-нибудь, посмотрите в вашем городе, то его тоже можно сюда залить. Значит, ребята, откручиваем вот эту заглушечку, вот этот винтик, который стоит, вот видите, ниже винтик есть и выше, возле шкива. Вот его необходимо открутить. Значит, все, заглушечку мы открутили. И сейчас необходимо выкачать старое масло, ну, к примеру, вот таким вот шприцом в такую посудину. Сейчас мы выкачаем его и посмотрим, какого оно цвета. И вообще, есть ли оно там. Потому что зачастую его там уже нету. Далее, перед этим я забыл сказать, что необходимо поддомкратить вот этот бок машины, для того, чтобы туда дошло достаточное количество масла. Для того, чтобы лучше выкачать, я взял от ВДшки обыкновенную такую трубочку, ставил ее в шприц. В общем, всего масла мне удалось вот столько выкачать. Ну, тут явно нету 120 грамм. Я думаю, что вы видите, бутылка 1-литровая. По этому маслу, которое тут залито, ну, я не знаю. Оно скорее похоже не на масло, а на Кока-Колу. Но явно, что тут его было недостаточно. А запах его, он ни с чем не сравнимый. Вы обязательно понюхайте. Я думаю, что это самый божественный запах, который вы когда-нибудь слышали, ну, с поправочкой, сидя в туалете. Конечно, сделан на какой-то мочевине, наверное. Не знаю, но, в общем, штука вонючая, ужасно. Но мы тут не нюхать его пришли, конечно. Сейчас мы будем наполнять, видите, машину поддомкратил, наполнять именно свежим маслом. Открываем, значит, нашу новую баночку. Пахнет она, конечно, повеселее, чем то. Сразу понятно, что вот это 118 миллилитров, именно столько должно, я так понимаю, входить в компрессор. Но я буду заливать до самого горлышко, чтобы уже не увидеть, чтобы оно начало литься. Вот, в общем, до самого горлышка попробую я залить. Понятно, что его тут было немного. Но вот непонятно, кто сломал мой домкрат. Ну и давайте сейчас сравним цвет между новым и между тем, который отходил. На Кока-Колу он, конечно, похож меньше. У меня зашла, кстати, не полная баночка. Зашло где-то грамм 100, еще где-то 11 грамм осталось. Вторая у меня осталась на доливку. Ну, пускай будет. Пробочку я закрыл. Сейчас все это собираем и смотрим, как работает компрессор. Итак, друзья, работа сделана, все установил. Сейчас проверим. Нажимаю на дроссель. Все работает, муфта срабатывает. Компрессор дует, все шумит. Так что я думаю, что ремонт прошел не зря. Ребят, так к слову, если у вас, к примеру, перестало подогреваться зеркало или оно перестало регулироваться, не спешите его выбрасывать или покупать на авторазборке. Попробуйте его снять, посмотреть на контакты. Вот у меня тут контакты то ли переломаны, вот зеленые полностью, видите, зеленые.
естественно, никакой нормальной работы не ждите. Поэтому сейчас чистим контакты и все, и летим дальше. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. Значит, в YouTube появилась новая тема, это внутренний мессенджер, где любой блогер в YouTube может общаться со своими подписчиками прямо вот в режиме онлайн. Вот, есть уведомление, да, вот тут вот, о новых роликах для вас. А есть такая кнопочка, называется сообщение. Нажимаем на сообщение. Тут вот видите мою группу, добавляйтесь по трендим, вот она выезжает. Вы можете тут смотреть различные другие ролики, которые вам интересны, и параллельно общаться вот с подписчиками, теми, кто добавился в эту группу. Значит, в нее можно добавиться по ссылочке в описании, я оставлю, конечно. Тут можно лайкать, тут можно писать комментарии, тут вы будете узнавать самые новые сообщения и новую информацию, новости о том, какие ролики будут выходить на моем канале. Также это очень удобно с мобильного приложения. В мобильном приложении вообще очень удобно. То есть вы заходите в YouTube, посмотрите входящие, нажимаете, и возле уведомлений есть тоже такое сообщение, да? Вот наша группа, тут можете тоже общаться. Очень удобно переписываться. Единственное, что эта тема новая, она находится в разработке. Тут еще нельзя отправлять фотографии. Но, тем не менее, можно общаться, можно делиться роликами из YouTube, то есть, которые вам интересны. Вот, тут будут мои ролики выходить. Тут же также можно нажать на кнопочку и перейти в личную беседу с любым из подписчиков, если вам надо что-то узнать, где-то связаться. Почему я такое делаю, почему не создаю, многие, возможно, задают вопрос, почему я не создаю там в WhatsApp какую-то группу, в Viber группу со своими подписчиками. Честно говорю, что я просто не смогу ее вести, просто физически. Поймите, сейчас столько развелось мессенджеров, и Instagram, и Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке везде пишут. Надо вести Telegram, и еще надо какой-то залупограмм. То есть очень большое количество сейчас социальных сетей, и вот я встаю с утра, начинаю отвечать на сообщения, смотришь же по времени, а уже полдня прошло, а мне еще надо ролики записывать, делать. На это, времени не хватает. Поэтому есть как бы два решения данной проблемы. Первое, либо вообще удалиться со всех социальных сетей, как это делают сейчас блогеры, и закрыть вообще к себе доступ, чтобы хотя бы было какое-то свободное время, да, для творчества. Либо акцентироваться на одной социальной сети. Я выбрал не закрываться от вас, но выбрал именно сеть YouTube, чтобы можно было, не выходя, как говорится, с моего канала, пообщаться с подписчиками, именно с теми, кто хочет общаться адекватные, которые могут что-то предложить, могут что-то посоветовать. Я могу с ними обсудить какие-то насущные проблемы новых роликов. Они могут подсказать мне, что дальше снимать, что им интересно. И вот это социальная сеть YouTube, потому что она очень сильно развивается сейчас, и это очень удобно. Попробуйте, пройдите по ссылочкам в описании, попробуйте пообщаться. Я уверяю вас, вам понравится. Если вы захотите со мной пообщаться лично, пожалуйста, чат в YouTube, подключайтесь по ссылочкам в описании. Буду рад вас всех видеть.